Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Позади стоит Юра и Даня, они меня смешат, и мы не можем начать съемки этого видео. Сегодня, наконец-то, инвалидка, и вы долго просили: Дима, когда инвалидка? Давай инвалидку. Я знаю, что вам хочется, мне тоже очень хочется, но не хватает времени, всему свое время. Сейчас мы приступим, но, наверное, сначала нужно ее помыть, пока у нас есть погодка, потому что вот-вот уже стукнут морозы. Она вся такой в траве, в зеленой, некрасивая. Надо помыть, чтобы аккуратненько, не спеша ей заниматься реанимацией инвалидки. А еще у нас в редукторе, насколько я помню, я не мог ее столкнуть, заклинившие были колеса в мороз. Это означает, что в редукторе у нас возможна вода. Это тоже нужно обязательно сделать, пока нету морозов. Так что сейчас мы этим займемся, моем всю нашу инвалидочку и сольем с редуктора масло, посмотрим, что там. Ну, естественно, потом зальем хорошее. Ну, вот такие у нас планы минимальные. Начинаем. Вам приятного просмотра, заваривайте чай и не забывайте подписываться на Boosty, чтобы нас поддержать. Ссылки будут в описании под этим видео. На самом деле я не знаю, почему эта машина создавалась для инвалидов. Внутри здесь сидеть невозможно, то есть даже с моим ростом 1,82 м там проблемы и с управлением, и с местом, я не представляю. Очень низко не залезть туда. А еще уметь вот это управлять, это, наверное, только опытнейший дальнобойщик сможет ехать на этой тачке. Ну что ж, моем. Ох, сейчас наведем красоту. Наконец-то инвалидочка наша получит новую жизнь. Надеюсь, мы не зальем тут все. Будем стараться, во всяком случае, но не гарантирую. Вот так, чтобы аккуратненько все было. Здесь, кстати, у нас есть маленький косяк, смотрите. Разморожена помпа, видимо, вот на Вибасту. Это же помпа, по-моему, это помпа. Да. Хотя она может и целая, это я ее доломал просто. Надо нам найти такую. А здесь, кстати, запаска должна стоять, смотри. Кто-то ее увел. Все так долго просили оживлять инвалидку. Друзья, только что снял небольшое видео для наших зрителей на Бусти, чтобы они были в курсе, что у нас здесь происходит в гараже.
сливаем масло. Сейчас нужно проверить, что там. Мне кажется, там вода. Так, перчатки. О, видишь, там нету ничего, кроме воды, блин. Надо, возьми, тыкни туда. Дань, смотри, сейчас может и масло потечь. Пусть стоит канистра. Возьми проволочкой, тыкни туда. Ага. Чисто вода, да? Ну вот. Отлично. Вольвочка прогревается, красавица наша. Немножко подремонтировали ей, колесико поменяли. Все, готово к рейсу. Друзья, ну вот и пришли морозы. Те самые морозы, которых я боялся перед мойкой нашей инвалидки. Я думаю, нужно попытаться ее оживить. Масло мы залили в редуктор. Она сразу начала, видите, не замерзать. Все качается, все как надо. Единственное, мы не смогли накачать колесо заднее. Вот, поэтому по-прежнему она катается очень туго. Так, с чего здесь нужно начинать? Я думаю, с аккумулятора, да? Что у нас здесь есть? Странная клемка. И еще, наверное, минусовая где-то должна быть. Ого, кусок карбюратора какой-то. Ну, карбюратор у нас есть. Вот минусовая найдена. Сейчас сюда поставлю аккумулятор. Так. И попробуем что-то замутить с аккумулятором. Вообще попробуем, вращается он или нет. Но у него есть ручной запуск. Так. Ручной запуск это вот этот. Ручной запуск, по идее, должен быть. Да. Мне кажется, что-то очень сильно он вклинивший, этот мотор. Так, ну, потихоньку надо попытаться разобраться с бензином здесь. Ага, здесь бензин перекрывается из салона тоже. Прикол. Так, странная конструкция. Вот это выходит из цилиндра, а это идет на карбюратор. У меня какое-то странное чувство, что здесь все позамерзло. Почему-то. Как его оживлять? Я пока что не знаю. Мотор в очень сильном клине. Такое ощущение, что здесь вода не только в заднем мосту, но еще и в самом моторе, ну в коробке точнее. Потому что такой клин я уже поставил на 4-ю передачу. Пытаюсь крутить зад-вперед. Каю ее, но тут прям цепь там натягивается. Но двигатель не проворачивается. Наверное, сейчас откручу пробку. Там, которая вот. И попробую, посмотрю, что там. Польется что-то или нет. Если, ну, можно, я думаю, тут погреть. Да растопить там лед. Так, надеюсь, вам видно будет что-то у нас. Ну, что-то хочет, по-моему, плыть. Неужели? Масло. Так, стоянка. Бляха-муха, все. Я же нету канистры с собой. Забилась там. Короче, как обычно, блин. Но там масло-то есть, значит, не в коробке дело. Блин, зря я только все это затеял. Ай, ладно. Ладно, уже как есть. Ну, будет повод просто его заменить на свежее.
Единственное, что потом все растает это и поплывет. Сейчас нужно будет засыпать опилочками. Вот, ну и пробка наша. Так, значит, где-то еще есть замерзшая. Ну, сейчас выкрутим свечу, посмотрим поршень. Нет, тут все красиво, сухенько. Что же ему надо? Ага, все понятно. Вода у нас найдена. И она вон там, в кожухе маховика. Так что сейчас возьмем фен. Вот. Это результат, кстати, нашей мойки, если что. Возьмем фен и сейчас попытаемся ее растопить. Решил я снять целиком эту крышку. Прежде чем снимать, пометим ее, потому что эта крышка, она же и устанавливает момент зажигания. Откручиваем 3 болтика и надеемся, что нам повезет. Сейчас выдолбаем лед, я думаю, оттуда, и все будет нормально. Не совсем понятно, почему там не сделали такой какой-то водослив, потому что, ну, в лужу заехал или еще что-то, тебя зальет здесь все и... Так. Вот он, виновник, блин. Еще ж вот все в мазуте, а лед прилип так, что невозможно отдолбать. Он же должен просто был отлететь и все. Самое главное, что он не отмылся, этот мотор, блин. Такая вековая грязь. Все просушил, двигатель начал вращаться. И мы можем все собирать обратно, я думаю. Вот здесь надо немножко кулачок, наверное, почистить. А то он что-то подоржавел. Сейчас возьмем мелкую наждачечку и почистим обязательно. Повезло, ржавчина поверхностная, поэтому все будет хорошо. Сразу предлагаю почистить контакты. Чистим контакты надфилем, не наждачкой. А почему, друзья? Прямо сейчас остановите видео и напишите, кто у нас опытный мотоциклист. Почему нельзя наждачкой чистить, а? Метки я уже совместил, как можете видеть. Вроде нормально. Все как было. Вот у нас одна метка и там вторая. Все четко. Так, все, зажато, готово. Мотор крутится. Бенз, по-моему, я смотрел, тогда был вроде бы бензин. Что-то есть, да? Надеюсь, это не вода. Его надо открыть, я так понимаю. Бензин должен потечь. Ладно, пусть пока что бензин набегает, крантик я открыл. А мы сейчас установим АКБ и вообще проверим, крутит ли здесь стартер. Да, место здесь для аккумулятора прям лучшее. Как здесь люди с ограниченными возможностями могут вставлять аккумулятор? Ну как? Это же просто какой-то нонсенс. Какой бы проект мы ни оживляли, никогда нету клемм. Кому они постоянно нужны, эти клеммы? Непонятно. Интересно, конечно, вообще живой он, не живой. Ну так, смотришь, все вот в сборе в инвалидке. То есть все есть на месте у нее. Ну, может, там какие-то прям небольшие мелочи отсутствуют, но с большего все на месте. Даже тросики ручника есть какие-то. Отлично. Кто на клеммах? Ничего не происходит. Так. Мы можем здесь напрямую замкнуть. Стоп, надо снять с передачи. Ага. Так.
Надо попробовать. О, лампочка загорелась. Это уже серьезный уровень. Даже кнопка работает. Прикол. Так, ну-ка, есть ли тут у нас искра? Есть искра. Значит, будет старт. Так, давайте с бензином разбираться. Есть ли у нас топливо? Так, топлива у нас нету. Но оно есть на дне. Поплыло. Так. Сразу продуем, правильно? Все дуется. Отлично. Фу. Не надо паники, все под контролем. Что, а сливать топливо я умею. Я думаю, вы все знаете об этом, видите? Вообще, без вопросов. Обязательно в топливо нужно добавлять масло, ведь у нас двухтактный двигатель. Не забываем об этом. И там, по-моему, даже показывает уровень топлива. Вот, кстати, надо было еще проверить, может там еще что-то работает. После того, как долили масло, нужно его тщательно перемешать. О. Кстати, датчик уровня топлива работает. И еще у нас работает свет. Работал. И еще работает подсветка салона. Работала. Разрядку тоже показывает. Вот выключаешь. Ну вот лампочки не работают почему-то. Но свет работал. О. Это габариты, да? Впереди нету. Но я включал, работали. О, сзади один есть. Ха-ха. Аппарат. Пробуем запускать. Так. Не совсем понятно, но как-то качает бензин наша инвалидка. Бензин не поступал. Крутнул стартером, бензин пошел. Видимо, вакуумом или компрессией он как-то качает. Ну, кто знает этот механизм, напишите, потому что я не совсем понимаю. Но, видимо, из цилиндра вот как-то здесь вакуумом, или я не понимаю, но качает. Так что бензин есть, нам нужно просто сейчас немножко ее покрутить, и он наполнится. Поэтому чуть-чуть крутим, может даже и запустится. Пока не запускается, да? Но он наверняка уже там пошел. Погреем цилиндр. На улице все-таки мороз. Попробуем быстрый старт. Работает, но там что-то все в бензине, пацаны, у нас. Да. Видимо, пересос идет. Больше сегодня мучиться не будем. Посмотрим, в чем причина. Дольем бензина, краник и разберемся. Самое главное, что она схватывает хотя бы на быстром старте. И это уже результат. Все, увидимся завтра, потому что ночные оживления после Праги мне прям очень не нравятся. Маслица чуть побольше. Для того, чтобы
хорошенько смазывался коленвал. У нас же оживление. Интересно, сколько здесь бак, блин. Залил еще 5, все равно полбака. Наверное, литров 10-15 минимум. Ну что, карбюратор плывет. И, наверное, нужно нам снять карбюратор и навести с ним порядок. Потому что это неправильно. Вот, все заливает бензом. Я думаю, нужно прочистить, посмотреть жиклерчики и все собрать обратно, выставить поплавок. И должно бы работать. Многие думают, что маленькая машинка и возни с ней меньше. Но это прям ошибочное мнение, потому что маленькая машинка это все равно сложный механизм, который требует еще большей внимательности, поскольку нигде не подлезть, знаете, там, ну, всегда проблема с этим. Вот, и, соответственно, все это гораздо дольше происходит. Так и здесь, вроде бы, что здесь карбюратор снять, а сейчас провозишься, то не подлазит, то это не выходит. Как обычно всегда. У нас обогатитель не на тросике, а ручной. Это не совсем правильно, потому что, ну, как его запускать с салона? Вот он, красавчик. Карбюратор. К-65. Да, К-65С. Цешка, короче, грузовой. Игла как тут? В среднем положении, все четко. Как и должно быть. Вообще запускать мотоцикл в мороз это такое себе. У нас же это мотоцикл почти. Но неважно, мы чуть-чуть его подогреем. Сейчас карбюратор настроим, чтобы он не переливал хотя бы. Так. Ну вот, уже покрасивее. Но сердце от любви горит, моя душа болит. О, что мы тут пытаемся запускать? Семен Семенович. Вода замерзла. Так, ну сейчас нужно обязательно продуть жиклерчики. Отрегулировать поплавок. В интернете посмотрел. Вот здесь расстояние между вот этой плоскостью и вот этой должно быть 26 миллиметров. Сейчас так и сделаем. Огромное спасибо YouTube, как клондайку информации, которая легко доступна за 3 секунды. С помощью смартфона ты заходишь и смотришь все, что тебе надо. Все, что тебе надо. Вот, поэтому YouTube, живи. Здесь стоит игла. Как только бензина нету в поплавковой камере, поплавок опускается и бензин поступает. Когда набирается, в общем, как в туалете конструкция. Когда набралась бензина полная, вот эта коробчонка, клапанок закрывается и все. Тут ничего сложного нету. Я думаю, регулировать я ничего не буду, просто вот эта мусорина явно причина. Я думаю, мы просто вынем поплавок вместе с иглой. Игла четенькая, на конце он с резиночкой. Да, там мусор еще есть. Ну и жиклер нужно продувать. Вот этот.
вообще забит. Это основной жиклер, который питает наш карбюратор. Он должен быть всегда идеально чистый. Иначе труба. Карбюратор, он действует как пульверизатор. Вот здесь проходит воздух, и инжекционной системой он затягивает бензин в нужной пропорции, исходя из толщины жиклера, затягивает бензин из нашей вот этой коробчонки. Вот он туда идет, как пульверизатор, знаете. Вот очиститель карбюраторов в этой теме прям необходимая штука. Вообще красивенько все. Все будет работать. Вот теперь совсем другое дело. Видите, как он просматривается. Все, закручиваем обратно. Перепутать их здесь не перепутаешь, они разные по диаметру. Ну, это тоже можно открутить, в принципе. Но он дуется хорошо. Ну, наверное, открутим, коль мы уже занырнули. Ничего не забыл? Вроде не забыл. Вот, надо поставить прокладочку аккуратненько, красиво. Все, карбюр наш собран. Я думаю, будет работать. Сейчас подадим ему сюда топливо и проверим, плывет он или не плывет. Немножко капает. Наверное, чуть-чуть все-таки снимем иглу, подожмем. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть буквально, миллиметрик. Попытка номер 2. Немножко подогнул усик. Сейчас вроде бы должно быть нормально. Ну, посмотрим, сейчас он наберется. Немножко нам мешает эта турбинка. Вот. Кстати, в молодости я делал турбину на такой мотоцикл. Был у меня Иш, только Юпитер. Вот, взял электромоторчик, сделал ему крыльчатку и поставил сзади его. Но, признаюсь вам честно, вместо фильтра, там был фильтр такой стоял, короб такой, но никакой разницы я не почувствовал, поэтому убрал эту конструкцию. Не знаю, может кто-то из вас тоже делал такое. Но вот сюда, если бы турбинку вставить, это бы уже было совсем по-другому. Потому что здесь герметичный корпус, ну, чтобы наддув был. Ну, не знаю, может есть опыт у кого такой. Турбо Иш Планета. Здесь важно хорошо все это зажать и обязательно попасть в отливку. Иначе, если здесь будет подсос воздуха, то ничего работать не будет как надо. Выкручу свечку. Может, здесь компрессия никакая. А свеча залита. Ладно, сейчас пальнем свечу, пропалим хорошо. Искра валит что надо. Не пропадает. С помощью контрольки проверил зажигание, а у нас оно стоит не совсем красиво. Стоит в самой мертвой точке вверху. А должно быть, не доходя мертвой точки, 3-4 миллиметра. Вот, поэтому сейчас с помощью вот этой штуки откорректирую, сколько смогу. Я думаю, чуть-чуть получится. И после этого будем пробовать запускать еще. Откручиваем 3 болта, которые мы уже откручивали. И аккуратненько молоточком постучим и сделаем. Немножко подправил я зазор в контакте с помощью щупа 0,5 выставил.
Вот, и попытался выставить зажигание. Здесь пришлось смещать все и тарелку. Тарелка это сильно не дает, буквально чуть-чуть там разницу. Но открутил весь корпус, немножко сдвинул его. И где-то 2 мм сейчас до верхней мертвой точки. Вот, больше не позволяет мне уже регулировка почему-то сделать. Может быть, что-то недоразобрался. Ну, думаю, 2 мм это уже гораздо лучше, нежели чем оно у нас было вообще чуть ли не в верхней мертвой точке, даже, ну, прям на пределе. Вот, так что сейчас попробую все это собрать до кучи, установим. Ну, вот так искра у нас. Чик, 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 чик. Ну, прям нормально вроде бы. Так, если смотреть... Ну, 2 миллиметрика есть до верхней мертвой точки. Все, пробуем запуск. Лину немножко масла еще под поршень, чтобы там наши колечки получше, чтобы была компрессия. Вроде бы мы так в детстве делали. Все. Нормально. Надо после запуска глянуть, есть ли давление масла. Нет, только зарядка есть. Газует, блин. Это настоящее чудо инженеростроения из СССР. Это глохнет наше чудо. А, бензин. Падает краник. От вибрации падает краник. Он где-то здесь. Вот его привод. Работает, блин, работает. Резерв. Открыто. Вот так должен быть краник. Или так, вот так. Но он, видите, падает, засранец. Работает, работает. Это эмоции, которые никак не передать. Кстати, в салоне мотора вообще не слышно. То есть, ну, слышно, конечно. Сейчас попробуем заглушить. О, глохнет. А запускается или нет? Ну-ка. Зажигание. Никаких проблем. Ну разве это не чудо? Ну это ж просто что-то невероятное. Маленькое, все такое аккуратненькое. Нужно обязательно сделать колесо и попробовать проехать на данном аппарате. Он вроде работает нормально. Зарядка есть. Краник это не проблема. Нужно залить еще масло в коробку. Вот. Не забыть. Обдув работает. Все четко.
все работает. И самое главное, что она двигается взад-вперед. Следующее, что нам нужно сделать, это колесо и залить масло в коробку. Начала гореть вот какая-то красная лампочка, но это когда нейтралка в моторе, она загорается. Вот, это тоже удобно, потому что можно видеть, когда нейтралка. Где-то еще здесь наверняка есть повороты. Может, здесь и нету поворотов, но свет вроде работал. Ага, и зарядки нету. А, нужно оборотики побольше. Тогда будет и зарядка. Это... непонятно что. Вот повороты. Работают. Здесь нету. А сзади? А сзади работает. А ну-ка левый. И левый работает. Работает здесь. Нравится до безумия. Не знаю, что в ней такого доброго, но это очень добрая машина. Ну посмотрите, какая милость. Ну-ка свет. Да, он тоже работает. Но нужно вот здесь какой-то косяк. Там нужно поменять лампочку. Все будет четко. Все, хватит мучить. Класс. Ну, я вам говорю, эмоции просто зашкаливают. Ты смотришь на эту милость. Мы обязательно ее приведем в порядок. Обязательно. Вот. Ну, мотор работает четко. Возможно, там все нормально с поршневой. И поэтому никаких проблем у нас не возникнет. Но сейчас нам нужно как-то залить масло в коробку. Вот. И после этого можно будет заняться колесом. Его нужно обязательно сделать. Снимаем колесо. Вольвовский 10-тонный донкрат должен бы справиться. 12-тонный. Ну что ж, открутил звезду. Вот эту вот. Она здесь снимается отдельно, а потом нужно будет откручивать, уже половинить. Видимо, такая здесь схема. Вот. Такая вот звезда. А теперь уже есть доступ к самому колесу. К его располовиниванию. Ну, зараза, а. Надо уголком отбивать, видимо. Вот это шиномонтаж колеса велосипедного. О. Так, и тут где-то проблема с соском. Вот он в самом корпусе проворачивается.
Ну вот везем на шиномонтаж, чтобы переклеили нам сосок. Надеюсь, справится. Отвез камеру на шиномонтаж. В 2 шиномонтажа подъехал. Нету у них сосков. Ну вот в одном нашелся. В нашем городе тяжело, даже с шиномонтажом. Совсем тяжело. С электриком тяжело. Совсем тяжело. Но, тем не менее, все должно быть нормально. Сейчас заскочу домой, пообедаю. И заберем камеру. Поедем ремонтировать нашу инвалидку. Легенький слой, чтобы просто сильно ржавчина здесь не выступала. Вот так. Высохнет быстро. Как раз за это время мы зальем масло в нашу коробку. Насколько я понимаю, именно вот эта вот пробка является заливной и контрольной для нашей коробки. Надеюсь. Взял немножко бензина, пролил и потекло снизу вот там с нашего отверстия. Здесь мотор-то как бы планетовский, но он-то не планетовский. Вот этот вот корпус, он отличается. Поэтому непонятно, как что здесь должно быть. Но коль мы пролили и там поплыло, я думаю, это как раз нужное нам отверстие. Сейчас закручиваем его. Гайка у меня здесь вот. Вот, все с шайбочкой как надо. И сейчас зальем сюда. И будет инвалидка счастлива. Инвалидке нашей повезло. Ей досталось масло Эльф из наших старых запасов. Сейчас заправим. Будем собирать колесико. Ну и, конечно же, потом тест-драйв. Я не знаю. Дело в том, что здесь же специфика управления, да, вы понимаете, что здесь одновременно нужно и газовать, и тормозить, и передачи переключать. Но не знаю, как это будет выглядеть. Но очень интересно. Качаем. А потом вам покажу еще. Вот смотрите, какая. Даже ручник есть у этой машины. Видите? И очень необычно реализована система привода. Такая же система привода стоит на мотороллере Муравей. Я думаю, еще много на какой советской технике. Вот, резиновые стоят такие вот муфты. И эта муфта, получается, при каждом обороте вот делает такие движения. Наконец-то, блин, не знаю, сколько я... Ну, того масла мне не хватило. Взял еще одну канистрочку. Но я думаю, литр, наверное, точно туда, может больше. Но минут, наверное, 15 я закачивал это все. Диски наши высохли. Я думаю, самый момент нам собрать колесо. Смотрите, еще нашел бачок для залива тормозной жидкости. Ее залил, пусть потихоньку протекает. Вот, и еще заметил, что здесь есть ручник. И каково мое было удивление, что он работает. Представляете? Вот он, ручник. Все затягиваешь, все работает. Завис крючок только. А еще здесь, ну вот он работает. Надо смазать просто. А еще здесь, я так понимаю, вот декомпрессор. Скорее всего, это он. Это рычаг у нас взад-вперед. Это я не знаю, но, видимо, от старой крышки, от старого карбюратора вот эта деталь. Обогатитель. Вот. Это передачи переключаешь, это тормоза, а это запуск с ручки. Вот. Ну и все. Вот он, тормозной цилиндр, вот так тормозишь. Какие-то звуки издает. Собираю колесо. Здесь вот, видите, мало того, что переклеили сосок, еще и была дырка прямо возле соска. Сейчас закидываем это все обратно. Такая большая камера в таком маленьком колесе. Есть только одно положение, в котором совпадают все болты.
Интересно, конечно. Сложного здесь ничего. Сначала скручиваем болты колеса, а потом прикручиваем звезду и все. Кстати, здесь есть возможность поменять тарелку местами наверняка, и будет спорт-версия с расширенной базой. Возможно. Двоечка давления. Ну что ж, самое интересное — тест-драйв. Видимо, все-таки на холодную он не очень хочет запускаться. Ага. Не, пацаны, на ней убиться можно, блин. Я явно не попаду в это отверстие. Оно еще все тугое, знаете, ты отпускаешь, она рвет с места. Может, сюда правильно выйти? Надо, наверное, убрать покрутчика. Короче, что она вытворяет, это невообразимо. Очень быстро на первой передаче лупит. Это первая передача, вот сейчас мы ехали. Но привыкать надо, это ужас. Но очень-очень прикольно. Когда даешь газу, в салоне вообще не ощущается, что там у тебя какая-то, ну, так мягко все. Не знаю, что-то в ней есть. Сейчас увидите, как это все выглядит из салона. Во-первых, у меня рост маловат и оборотики маленькие, но это нас спасет. Так, включаем первую и заднюю. Сейчас не доключили. Ага. Не сдал. Буксуем, с буксом стартуем, короче. Ручник.
потом реверс и вперед. Даже можно дрифтить. А звук? Я тормозить. Фух. Тихо, 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 тихо. Нейтралочка надо. Я не знаю, как здесь включить вторую. Но походу она может ехать там 50, я не знаю сколько, и больше, наверное. Вот, но только, конечно, не в таких условиях. Но в любом случае нужно делать тормоза, когда вообще все будет супер. А так первое ощущение это что-то с чем-то. Она способна дрифтить. Вообще просто ощущение. У нее очень малый оборот руля, то есть вот, ну, скажем так, вот это полный выворот вправо, полный выворот влево. Все. То есть она очень-очень верткая вот так вот. Что она вытворяет? Это просто жуть. На скорости краник закрывается, и она перестает работать. Поэтому здесь заглохло. Но очень интересно. Едет мягко, но очень быстро. Я считаю, для первой передачи она просто улетает. Ну, может, это четвертая, конечно, но это первая явно, потому что нейтралку ловишь. Вот, ну, а в целом ощущения просто незабываемые от этой машины. Друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравилось вместе со мной окунуться в это безумие инженеростроения СССР. Но, вы знаете, наверное, удобно вот на руле. То есть, ну, шансы есть ехать на ней. Единственное, нужно, конечно, отрегулировать, чтобы чуть больше были холостые, все вот эти вот моменты. А так, мощности у нее вроде как хватает. Ты переключаешься, да и все, она не чувствует. Стартует с буксом, но это по льду, да. Вот. Но в любом случае, пару раз выскакивала первая передача, возможно, тоже нюансы есть, но, скажем так, может быть, не довключаешь, ну, что-то такого плана. Можно чуть-чуть, когда тронулся, поджать ее, но там внутри ощущения совсем другие, потому что ты вот так сидишь, вот. Все. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Ну, а я сейчас наведу здесь порядок и буду отправляться домой. Все, увидимся в следующих сериях. Всем пока.